Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Мы продолжаем разговор, посвященный творчеству, который вы можете посмотреть в специальном плейлисте. А сегодня я расскажу вам о своем четвертом поэтическом сборнике, который называется «Лотос и орхидея». Кстати, подписывайтесь на мой канал, будет интересно. Ну а теперь поговорим о сборнике. Он был написан между весенним и осенним равноденствиями 2016 года. Это очередная глава моего путешествия в пути слияния с природой и осмысления полученного в этом слиянии опыта. Вспоминая детально время, в которое этот сборник был создан, можно охарактеризовать его как движение к завершению одной очень важной и очень личной истории, истории моей любви того времени. И то, как я проходил через этот процесс завершения, отразилось и на стихотворениях, которые я написал. Но уточню, что даже осознавая, что цикл тех отношений заканчивается, я писал о них, о тех отношениях и о любимой моей женщине на тот момент, как о созидательном опыте с уважением, благодарностью и теплом. Не возьмусь судить, но, вероятно, это самый романтичный из вообще всех моих сборников. Хотя, разумеется, по сравнению с предыдущими сборниками, акцент на символизм и мистицизм не только никуда не делись, но и усилились. Это связано еще и с тем, что именно весной 2016 года я начал заниматься хатха-йогой, благодаря встрече с особенным для меня человеком, моей подругой и коллегой Любовью Ярко, которая является не только психологом, но и тренером йоги. Ссылка на ее инстаграм будет в описании к видео. Любовь, если вдруг увидишь это видео, тебе большой привет и искренняя благодарность. Также в сборнике отражен мой интерес к физике в виде обращения к ряду физических феноменов. Что касается имени сборника, то он называется «Лотос и орхидея». И, как всегда, имя сборника выбрано не просто так и не случайно. В метафоре этого имени отражено два образа. Образ меня, и это лотос, и образ моей любимой на тот момент женщины, орхидея, потому что это ее любимый цветок. В плане же языка я все еще продолжал учиться, уже более сознательно, чем раньше, но все же в стихотворениях чувствуется рука новичка. Но я в целом был в верном направлении по пути к своему поэтическому стилю. Хотя вот на момент завершения этого сборника была у меня мысль, что это, наверное, мой финальный сборник, однако я тогда до конца не понимал свою роль в создании своей же поэзии, что я пишу не по принципу «хочу-не хочу», а потому что мне дано это, и мне нужно это делать, выступая в роли проводника информации форм, чувств и состояний. А в завершении, по нашей традиции, я сделаю две вещи. Во-первых, скажу, что сборник «Лотос и орхидея» вы можете приобрести в электронном виде на платформе Litres, ссылка есть в описании к видео, обязательно переходите и скачивайте. Напомню также, обложки всех моих сборников иллюстрированы картинами мексиканского художника Эдуардо Родригеса Кальсадо с его личного разрешения. Ссылка на его инстаграм тоже есть в описании. Ну а второе, что я сделаю, это прочитаю для вас несколько стихотворений из сборника «Лотос и орхидея». Всегда буду напоминать, что я так себе чтец стихов, и поэтому читаю их для вас так, как получится. Вот первое стихотворение называется «Из Негреда», часть вторая. «Мы вышли из Негреда, с тех пор в пути, через познание бытия, где ты и я союз теней, тебя в своей, меня в твоей. Так видим мы друг друга и находим. Пусть иногда по кругу ходим, но все ж вперед ведет спираль, раскручиваясь, мчится вдаль. И вслед за ней, тысячелетия храня, мы из Негреда выйдя, идем туда, куда ведет душа». Здесь я прокомментирую, что Негреда – это термин алхимии, который означает начальную пустоту, то есть черноту, из которой создается все.
В Негредо начинается первый этап великого творения – создания философского камня. Ну, мы двигаемся дальше, и следующее стихотворение, которое я вам прочитаю, называется «Напиши свой рассказ». Продолжи фразу, что на последней странице, там, где многоточие оставляет секреты. Позволь воображению отправиться в путь, в рассказе раскрывая тайны планеты. Не бойся пробовать, меняя слова. Удовольствие в творчестве главное. В свободное плавание отпусти себя, и история обретет черты долгожданные. Если смелости хватит продолжить фразу, что ждет на последней странице, то сможешь прекрасное что-то создать, подобное волшебной жар-птице. Двигаемся дальше, и следующее стихотворение получило название «На лодке по реке». На лодке по реке плыву, и мир вокруг меня плывет, к себе зовет закат, и легкое попутное течение лишь ускоряет мое плавное движение. Я слышу плеск воды, и свежесть ее тоже ощущаю. Знаю, так река общается со мной, с моей душой, мы с ней едины, и нет приятнее картины, чем плыть на лодке по реке, оставив где-то вдалеке усталость и печаль. Сейчас я там, где быть мечтал, и знаю, это не финал. Плыву на лодке по реке. Ответ она подскажет мне. Интересное стихотворение. Давно его, кстати, не вспоминал и не видел. Вот. Ну а следующее называется «Двое шли по песку». Двое шли по песку. Им все было понятно. Интересно, они вернутся обратно? Смотрел им вслед, и закатное солнце мысли унесло куда-то вдаль. Истории жизни, события, чувства будто волнами смыли печаль. Неизвестно сейчас, кто эти люди, куда они идут и зачем. Ведь случайные встречи в пути мимолетны. Всегда хватает для размышления тем. Они уже скрылись за горизонтом, а я продолжал смотреть им вслед и написал о них стихотворение, чтобы в дороге им сопутствовал свет. Двое шли по песку. Им все было понятно. Интересно, они вернутся обратно? Ну что ж, вот на этой ноте будем сегодняшний разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!